Вот так постепенно осуществляю протачивание. Вот такое изделие у меня получилось. Его уже можно снимать и покрывать маслом. Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. Сегодня я буду точить тарелку из вот этого березового спила. Для точения я буду использовать планшайбу, которая шла в комплекте с данным станком, и трехкулачковый патрон от токарного станка для обработки металла. Для того, чтобы этот патрон установить, я использовал большую планшайбу вот от этого станка. О том, как это сделать, я показал в одном из своих прошлых фильмов. Ссылка в описании. Ну а для больших станков STD-120 вот такие вот большие патроны, и тоже их поставил на планшайбы к данным станкам. Итак, начинаем. Для своих учеников я напилил вот столько спилов из березы. Думаю, что для работы будет вполне достаточно. Первоначальное точение я буду осуществлять на планшайбе, поэтому сейчас я ее поставлю на свою заготовку и поставлю на саморезы. Саморезы буду 35-е использовать. При помощи выколотки я убираю центр передней бабки. Все, он сегодня больше не потребуется. Вместо него накручиваю на планшайбе заготовку. Ну, конечно, будет биение. Не очень ровно получилось. Полетит, конечно, береста. Поскольку первоначальное точение связано с большими вибрациями, я обязательно устанавливаю центр задней бабки и подпираю заготовку. Подручник должен быть чуть выше, чем ось вращения моей заготовки. Делаю несколько проворотов. Перед началом работы я обязательно надеваю защитные очки. И, наверное, сегодня придется надеть респиратор, потому что будет немало пыли. Осуществляю первый пробный запуск. Вибрация есть, и поэтому моя задача очень быстро обточить заготовку, чтобы эту вибрацию устранить. Вот та часть, которая находится на планшайбе, это будет внутренняя часть тарелки, а та, что подпирается у меня центром задней бабки, это будет нижняя часть тарелки. И вот в этой нижней части тарелки мне сейчас надо сделать углубление для закрепления на патроне и ее выровнять. Это выравнивание я сделаю при помощи отрезного резца. Вот так я сделал для своей будущей тарелки уступ. Ну и вот теперь до этого уступа уже можно брать и делать закругление, что я сейчас и буду делать. Сейчас я отцепляю центр задней бабки, переустанавливаю подручник вот таким вот образом, чтобы он у меня был уже ниже оси вращения. И вот сейчас мне необходимо сделать выборку для установки трехкулачкового патрона. Диаметр данной выборки, я так думаю, что зависит от диаметра кулачков. Это будет около 40 миллиметров. Для этой цели я буду использовать малый месель. Обязательно я достаю центр задней бабки, потому что я могу за него зацепиться рукой. Вот что у меня в итоге получилось. Вот так я буду устанавливать трехкулачковый патрон. Для шлифовки буду использовать шкурку на платформе, простую шкурку. Самое главное не стоять на месте, чтобы след от шкурки не остался на заготовке. Наружная часть тарелки у меня готова. Я заготовку снимаю и планшайбу я откручиваю.
Все, планшайбу можно убрать. Я устанавливаю трехкулачковый патрон. Устанавливаю заготовку и ключом развожу кулачки так, чтобы они зацепились за тот самый выступ, который я только что сделал. Центр задней бабки мне сейчас еще потребуется для того, чтобы начать точение внутри, вот, чтобы было все более-менее надежно. И я даже сейчас заменю большой подручник на малый, который идет в комплекте с данным станком. Ну, а для начала, наверное, я при помощи отрезного резца выровняю внутреннюю часть своей заготовки. Так, ну вот, выровнял. Для внутреннего точения я буду использовать специальные резцы. Я их наделал. Вот у меня один есть покупной и самодельные. Мы их с ребятами используем. Ну, сейчас начну внутреннюю обработку. Устанавливаю подручник вот таким вот образом, ниже центра. Очень много пыли, конечно, работа не быстрая, надо очень постараться. Центр я убрал, продолжаю работать без центра. Практически все уже готово, тарелочка получилась. Изделие можно с патрона снимать, оно готово. Готовое изделие я покрываю льняным маслом. Да, конечно, получается очень красиво и нарядно. Это еще внутренняя часть. Изделие готово. Итак, уважаемые зрители, вот такое изделие у меня в итоге получилось. Что хочу от себя добавить. Точение было не очень комфортным, потому что данный станок маломощный. И еще тяжелый патрон плюс крупная заготовка не давали полноценно развить ему обороты. Станок грелся, и я это ощущал. Поэтому для более удобной работы надо брать либо станок покрупнее, например, станок СТД подойдет с лихвой, либо брать заготовку поменьше. Ну, а для мальчишек я напилю заготовки меньшего диаметра. И я думаю, что они с работой справятся. Жду ваши отзывы, комментарии. Заходите, подписывайтесь, конечно. Всего вам самого доброго. Пока.